Привет! 8 месяцев я восстанавливаю этот мотоцикл, и в этом видео ты можешь пронаблюдать, как у меня это получается. Но если честно, то получается не очень, потому что я рукожоп и в этом деле ничего не понимаю. Но это мой мотик из детства. На нем я катался, когда мне было 12 лет, и я очень сильно хочу его оживить. И тут я еще не знаю, что после этой покатушки он возьмет и сломается. Маленький, что ты городишь? А из-за того, что я рукожоп, чинить мотоцикл пришлось долго и больно. Досматриваю видос до конца, чтобы вместе со мной найти и устранить причину этой поломки. Тут, к сожалению, долго интриги не удержать. Та-дам! Аккумулятор на Альфу! Ох ты ж, каков хорош, а? Вы посмотрите на него. Да, ребята, мы входим в новую эру, в эру электричества и проводки на этом мопеде. И как вы можете понять, я и моя рукожопость идут рука об руку с этими понятиями. Поэтому сегодня мы с вами сейчас будем пытаться устанавливать стартер, подключать аккумулятор и как-то все это колдовать. Передвигаю мопед для более удобной работы. Снимаю пластиковую крышку, под которой держится вся проводка. О, все, победа. Вот такой тут вот кошмар у нас. Откручиваем болтики стартера. Так, и тащим стартер. И теперь как-то... О, все. Мы когда с батей его разбирали, мы вообще просто офигели. Такие, блин, почему не работает стартер? Странно, ведь и релюшка срабатывает. Опачки, вот так. И где-то здесь должны быть щетки. Но, конечно же, здесь их нету. Это у нас вот такой вот ротор. Поэтому он и не работает, и никогда здесь не работал. Устанавливаю новый стартер на штатное крепление. Снимаю крышку генератора. Мы можем убрать. Ух, ядрить тут грязи, чуваки. Вы посмотрите на это. Накидываю цепочку на наш стартер. Ну, короче, вот как-то вот так, да. Теперь финально прикручиваем стартер. Победа! Накидываем крышу генератора. Подключаем плюсовую клемму к аккумулятору. О, слушайте, вроде залезает, но как-то не очень хочет на самом деле. Да что это за дерьмо? Боже мой! Вот это просто обжимка от бога, она обломилась. Вот, у меня осталось вот здесь вот, вот это плюсовая вот эта вот штучка. Это просто штука сдохла. А как мне ее назад-то ставить? Я-то Зачищаю изоляцию от этого провода при помощи кусачек и канцелярского ножа. И голый кусок провода на аккумуляторе я закрепляю маленьким крокодильчиком. Подключаем. Все, передачи работают. То есть у нас уже видно то, что можно в целом... Так, и попробуем пощелкать стартер. Вот, можете услышать, что релюха у нас щелкает. Подключаем провод от стартера к нашему реле стартера. Ну что, момент истины. Пробуем работу стартера. Оно крутит! И оно работает! Только мотик у нас не заводится. Блин, ну оно работает. И даже какая-то пищалка работает. Во, смотрите. А задний работает? И задний даже работает. Прикиньте. Снимаю старый карбюратор. Возможно, из-за него моя Альфа и не заводится. Так, ну все, почти сняли. Ой, ой-ой-ой, что-то треснуло, ребята. Ай, вот наш карп. Внешнее состояние у него очень и очень плохое. Везде подтеки бензина или какого-то масла непонятного. Так, ну все, обычный крестовой тут все снимаем. Тут все понятно в целом. Оп. Вот оно. Вот оно. А где этот поплавок, я не вижу.
А, вот он что ли, наверху вот этот. Так, ну что, чуваки, оцените низ карбюратора. Что скажете? Насколько грязный? По-моему, все просто в идеале. Убираю свое рабочее место, ведь скоро будут сумерки. Берем зубную щетку Cowgate и начинаем ей чистить карбюратор в бензине. Вроде неплохо получается. Вот, например, хвост обратки прокачаем, чтобы он не дымил. Тогда я думал, что карбюратор у меня дымит из-за того, что у него засорилась обратка. К сожалению, на этом моменте пропал звук, но когда я заводил мотоцикл, из карбюратора пошел дымок. Почему он дымился? Продувал жиклер, и тут ко мне подходит батя. Видишь, нагар черный. Да, чуть плохо. Вовнутрь туда стрелял. Стрелял, дымился часто. Вот. И что, это плохо, да? Конечно, это неправильное зажигание. Зажигание? Да. То есть это не карп виноват? Итак, объясню, почему дымится карбюратор. Это наш цилиндр. В нем у нас есть вот такой вот замечательный поршень. В моторе Альфа у нас стоит два клапана. Впускной и выпускной. Вот этот клапан, он уходит в наш карбюратор. По нему идет топливно-воздушная смесь. А это выпускной клапан. Из него уходят отработанные газы, и выходит он напрямую в нашу выхлопную трубу. Где-то между ними у нас находится свеча зажигания с высоковольтным проводом, и все это дело уходит в катушку. Поршень верхней мертвой точки. Дается искра, смесь поджигается, наш бензин, и поршень уходит вниз. Соответственно, он уходит вниз, и у нас в камере сгорания образуются газы, горение. Поршень по инерции опускается и потом возвращается опять наверх. И эти газы должны уйти в впускной клапан и уйти в нашу выхлопуху. Соответственно, потом наш поршень едет уже наверх из-за того, что он поехал вниз и едет теперь наверх. И в этот момент через левый клапан у нас впускается бенз. Топливная смесь. И в этот момент, когда поршень уже достиг своей мертвой точки, то есть ВМТ, у нас срабатывает свеча, и всю эту сжатую смесь, вот здесь вот она находится, поджигает, и все это опять уезжает вниз. Соответственно, наш бенз взорвался, и поршень опять поехал назад. На Альфе, соответственно, впускной коллектор находится здесь. Вот тут даже видно, что вот карбюратор, и вот по нему сюда приходит топливо. А вот здесь внизу, весь в грязи, находится выпускной коллектор, и здесь как раз идет труба глушителя. Вот эта маленькая черная штучка — это датчик положения нашего поршня. Именно она понимает, когда он находится в нулевой точке, чтобы мопед давал искру. Она считывает вот этот бугорок на крышке генератора. Именно когда генератор находится здесь, наш поршень в мертвой точке, и можно подавать искру, чтобы зажигать топливную смесь. Он этот сигнал по проводам передает на наш коммутатор, вот сюда. И от этого коммутатора уже идет сигнал на высоковольтную катушку. На Альфе она спрятана вон там далеко. И вот этот высоковольтный провод приходит на нашу свечку. Но у меня на мотоцикле свечка, которая стоит, не подает свечку, когда поршень находится в нулевой точке. У меня искра подается слишком поздно. Вот здесь видно, что наш поршень уже чуть-чуть уехал от цилиндра. И только в этот момент мой мотоцикл дает искру. И что же происходит в этот момент? А именно в этот момент наш топливный клапан открывается. И в этот момент остатки нашего бенза, вот видите, бенз, уходят в выпускной клапан в глушак. Но наш впускной клапан при этом открывается. И получается, что остатки, вот, бенз, уходят напрямую в карбюратор. Поэтому он у меня дымится. Именно поэтому батя там увидел черный нагар и сказал, что это плохо. То есть дело было не в карбюраторе, как я думал. Почему Альфа такая грязная и выглядит просто как будто из жопы? Потому что я ездил на ней на оффроуд.
Это жесть, я не знаю, захрена я сюда заехал. Видосы с моего оффроуда я выложил в своем телеграм-канале. Ссылка в описании, подписывайся. Итак, наступило долгожданное утро, и сейчас мы будем устанавливать новый карбюратор. Неприметно за колесом в новой коробке здесь лежит новый карбюратор. И они прям очень сильно отличаются внешне, но самое главное их отличие это вот в этой дырке. Устанавливаю же его этого монстра, вот даже с прокладкой сейчас попробуем. Это вообще капец. Вот, и, слушайте, а вот с прокладкой он сюда не встает уже, то есть прям вот никак. Опускаться просто вот и не получается его насадить, потому что он просто упирается в стартер. Типа и с обратной стороны мы его не поставим. То есть, ну, какого фига? Ну и ладно, давайте установим уже его, так сказать, штатный карб. И он сразу погнал капать, вы посмотрите. Вы просто на него посмотрите. Давно ее не заводил прям. И она что-то не горит желанием заводиться, как-то, знаете, вообще. И обратка течет. Вообще дико просто. Ужас. Это просто конец, вы посмотрите, это вообще жесть. Спрашивается, а какого хрена? Слушайте, мне кажется, этот карп вообще полное дерьмо. Он прям ужасный. Ну то есть вообще, что это, почему он так делает? А, может тут обратку надо закрыть вот эту? Может не просто так оттуда льет, может ее надо прикрутить. Ой, она реально закручена не была. Вот это косяк. Вот это реально косяк. Может потому и не заводился. Вот. Сразу стало что-то похожее, кажется. Но это не точно. Во, ну хоть что-то. Вот. А чё с газом? Вообще, я прям газ даю, а он буквально не реагирует от слова совсем. Надоело, в общем, мне ковыряться с этим карбом, поэтому ждем пару дней и начинаем с первого ништячка. И это у нас, угадайте с 3 раз, что это? Я вернул старый карбюратор, которого могли наблюдать до этого, и купил новый, точно такой же, подходящий по размеру. Вот, он очень похож на карбюратор от Квадрика, но это еще не все. Это новая текстолитовая прокладка для впускного коллектора. Но зачем же я ее купил? А вот и причина. Да, она просто лопнула. Я сейчас хотел подсветить трещинку, так как трещинка до этого была небольшая, и она просто лопнула. И кольцо вот это вообще не помогает уплотнению. Соответственно, стоит карп, плохая прокладка, жестко сосет воздух мотик через впускной коллектор больше, чем надо. Смесь очень бедная, и он не может завестись. Это одна из теорий, почему не заводится альфа. Во, я прям тяну, она как желе такая. И не будем париться по поводу. Ой, очень плохо отрезал, прям супер по-варварски. Так, снимаем дроссельную заслонку. Чик. Как, соответственно, правильно поставить карбюратор? Берем нашу текстолитовую прокладочку и ставим его плоской частью к этой резинке. И уже вот этой текстолитовой штукой и резинкой мы ее вцепляем на впускной коллектор. Вот таким замечательным образом. Блин, оно все так плотно, все эти резинки прилегают, просто ошалеть. Тот прошлый карп, он как будто просто к железке прилегал по ощущениям. Смотрите, карп прям тютелька в тютельку на стартере. Правда, конечно, у меня теперь вот так вот все это как-то не очень симпатично выглядит. Да хотя, кстати, нормально.
И теперь, внимание, вопрос, поможет ли нам установка нового карбюратора, потому что сначала, как я начинал этот проект, мне постоянно очень много народу писали, ну как там, ну почисти карп, ну поменяй, поэтому у тебя все работает через жопу. И что, дамы и господа, заведется? Конечно нет, потому что у нас не вкручена свечка. Сейчас вкрутим и будем смотреть. Закручиваем. Ну что, момент истины, а помогло ли это нашей альфочке? Пробуем ее завести. Пока признаков жизни вообще никаких не подает. Ровно так же, как и раньше, прям вообще. Бензинчик вроде есть. Ну, возможно, карп новый, надо, чтобы все это прокачалось дело. Пробуем еще раз, дамы и господа. О. Не помогает. Вообще ничего не изменилось. Ровно как в прошлый раз. Вот он не заводился и не хочет заводиться. Почему-то видим, что бенз есть здесь, а вот на самой свечке как будто бы бенза-то и нету. И берем свечку, которая точно работает. Вкидываем бронепровод. Так, включаю зажигание на мопеде. И поехали. Бензинчик. Не, может быть реально, конечно, в баке прям совсем крохи. И поэтому у меня ничего не получается. Слушайте, я не знаю, я уже прям это... Ну, раньше он хотя бы хоть как-то заводился, ну, представляете, хоть как-то. А сейчас он вообще никак не заводится. Но учитывая, что он очень долго ездил на резерве, знаете ли. Во, вот сейчас там перестало в карбе булькать, то есть все, бензика прям ушло нормально туда. Ну что, пробуем, погнали. Вау! Что, реально заводится с бензином? Да ну ты, а? Слушайте, как четко работает. Как он четко работает, вы посмотрите. Ему не надо давать газу, чтобы он не заглох. Он сейчас на заслоночке работает, чтобы вы понимали. Вот, смотрите. Вот сейчас заслонка, ну, она закрыта, то есть смесь богатая. Сейчас он прогреется, и я ее открою. Но на этом карбе мы его заводили с открытой заслонкой. Он не хотел заводиться вообще ни в какую, прям, ну, прям не хотел. Вот, видите, сейчас подглыхает, и мы вот так вот ему воздух открываем, и все, пошел. Слушайте, а как он ровно работает. Как он прям четко просто это делает. Мне прям очень нравится. Как четко на газ реагирует, то есть прям вообще обалденно. Походу вы были реально правы, что дело в карбюраторе, потому что он не глохнет на холостых сейчас. У него звук мотора просто прекрасный, тихий, у него все вообще великолепно. Это прям просто кайф. И заглох, и все. Я приговорил вот этот карбюратор. Я подумал, что, ну, я рукожоп. В целом, я рукожоп, вы все это знаете. Вот. Я подумал, что я его через жопу почистил, и я купил новый поэтому. А если бы я попробовал залить бенз, то что, он бы поехал? Наверное, да. Слушайте, я вообще в шоке. Ну ё-моё, блин, ну как так-то дело оказалось просто плевое. То, что засранный карбюратор сосет куча воздуха, и то это можно было и починить за 30 минут. Я потратил на это несколько дней своей жизни, еще плюс ждал запчасти и бла-бла-бла. Это просто какой-то капец. Я сам в шоке со своей рукожопости. Но самое главное, что по технике все работает, мопед отлично заводится, едет, а это значит, что можно начинать восстанавливать и ремонтировать проводку и все узлы. И это меня очень сильно радует. Просто какой-то капец, блин. Спасибо, что смотрели это видео. Всем пока.